Если вы профи в носочной отрасли, тогда наш мастер-класс ничем вас не удивит. Если же наоборот и вы новичок, посмотрите его внимательно. С сегодняшнего дня ваша семья забудет о дефиците носков. Правда, вы забудете о своем свободном времени, ведь вязание носков так увлекает. Алла, всю жизнь мне казалось, что вязать носки неимоверно сложно. Надеюсь, сегодня вместе с вами мы развенчаем этот стереотип, и зрители поймут, что вязать носки несложно, и с удовольствием будут это делать. Расскажите, пожалуйста, какие основные премудрости, скажем так, в вязании носков? Что нужно понять в первую очередь? Самое основное, это нужно сделать мерочки. Нужно измерить окружность ноги у косточки и подъем, окружность. Эти две цифры сложить и разделить на 2. И расчет уже делать от этой цифры. Зная эту цифру, мы сделаем расчет петель для начала наборного нашего края. Можно вязать резиночкой, можно вязать просто лицевой гладью, кому как угодно. И длина может быть произвольна. Если это будет гольф, то это длинное начало трубы. Если коротенький носочек, значит для взрослого носка мы набираем и вяжем резиночку, чаще всего это от 5 до 8 сантиметров, для детского можно поменьше. И вяжем на 5 спицах. Это самая такая премудрость. Для образца мы будем вязать детский носочек. Мы набрали 32 петли. И вместо резиночки сделаем такой подворотик. И подошьем, и край будет с зубчиками. Вяжем круговую на 4 спицах. На каждой спице у нас по 8 петелечек. Вяжем необходимую величину до пяточки. Сейчас мы будем начинать вязать пяточку. И будем вязать ее на 1 и на 4 спице. Чтобы определить, можно смотреть по нашей ниточке наборной. Это будет серединка пяточки. 2 и 3 спицы оставим за работой. Ими мы работать сейчас не будем. А работу будем продолжать на 2 спицах и переведем их на 1. То есть провяжем все на 1 спицу. Вот и будем работать задней стенкой с пяточки. Я покажу на готовом носке. То есть мы будем вязать вот эту часть. Для того, чтобы пяточка была плотной, всегда можно добавить сюда штопочную нитку или обыкновенную хлопковую нитку. Пятка будет плотная. Величина пяточки будет зависеть от того, чей носок вы вяжете. Если для мужчины, то это от 5 до 8 сантиметров, а детскую от 3 до 4 сантиметров. Всегда можно померить. Мы закончили вязать заднюю стеночку пяточки. Теперь с изнаночной стороны начинаем выполнять сокращение нашей пятки. Покажу. На готовом носочке. То есть мы будем делать вот этот рубчик сокращения. В работе у нас сейчас будет только средняя часть. То есть зрительно мы должны разделить количество петель на 3 части. Для взрослого носка нужно будет добавить по 1 или по 2 петли с каждой боковой части на центральную, чтобы пяточка была пошире. В нашем случае 16 петель. Мы делаем на боковые части по 5, и центральная будет 6 петель. И будем выполнять сокращение. Провязываем сначала 5 петель боковой части и 6 центральной. Мы провязали 5 петель боковой части, 5 петель центральной, 6-ю петлю центральной части и 1 петелечку с боковой провязываем вместе. На этом работу заканчиваем и разворачиваем. Вяжем 6 петель в центральной части. Последнюю петлю центральной части провязываем лицевой. И первую петлю боковой части провязываем лицевой. И продеваем. И работу обратно поворачиваем. И так будем делать до тех пор, пока с боковых частей у нас не останется ни одной петли. Последнюю петлю в центральной части и первую петлю боковой части провязываем вместе изнаночной.
Работу поворачиваем. Мы связали нашу пяточку. Получилось у нас только 6 петель центральной части остались. Теперь вяжем дальше, добавляем с боковых сторон петли, чтобы восстановить наше количество петель наших двух первоначальных спиц. Набираем петли по боковым частям. Набрали наших 5 петель и продолжаем теперь вязание по кругу. Для того, чтобы здесь не было дырочки большой, мы можем набрать еще одну петлю, потом ее сократим в следующем круге. И в работу входят уже следующие наши, которые не были в работе, 2 и 3 спицы. И вяжем по кругу. А теперь с этих 3 петель нам нужно распределить, как было первоначально, на 2 спицах по 8 петелечек. Значит, мы забираем с центральной части еще 3 петли. И 3 уйдут на нашу первую спицу. В следующем круге мы не забудем сократить лишнюю 1 петлю. И с этой стороны лишнюю 1 петлю. И на каждой спице у нас получится, как было в начале, по 8 петель. Теперь дальше вяжем ровненько. Дальше наш носочек. Необходимой длины всегда можно померить, одеть и примерить. И вяжем до серединки большого пальчика. А как же мы закончим? А вариантов заканчивания носочка самого может быть несколько. Можно разделить на 4 части и сокращать в конце или в начале каждое. Или сокращать как по принципу варежки. Разделить на 2 части и сокращать в конце каждого ряда, провязывая по 2 петельки вместе. Умение хорошо вязать носки во все времена ценилось очень высоко. В Европе их могли себе позволить только зажиточные семьи. Более того, носки считались поистине королевским подарком. Так король Швеции Эрик IV за единственную пару вязаных чулок заплатил годовое жалование королевского портного. А мы думаем, да что там, носки? Дома без теплых носочков не обойтись, особенно если вы не имеете такой роскоши, как теплый пол. Мягкие, пушистые, шерстяные, любимые одним словом. Даже самый простой декор, как эти маленькие синие васильки, дарит обычным носкам неповторимую теплоту. Популярны в этом сезоне высокие гольфы, но не простые, а с какими-нибудь дизайнерскими выдумками. Можно удивить всех, если дополнить гольфы накладными манжетами на крохотных пуговках. Ярко-красные, узорчатые из самой теплой пряжи. Это без сомнения модель экстра-класса. Страсть красного цвета не для вас? Тогда обратите внимание на нежно-розовый цвет. Трогательная модель привлекает внимание прежде всего шелковой шнуровкой. Темно-синяя лента на розовом фоне. В таком наряде для ножек их также увенчаем листочками, и это уже не домашний комплект, а стильные аксессуары
для стильных девушек. Известно, что носки ручной работы самые теплые, даже если сделаны они из тончайшей нити. Ведь согревать ваши ножки будет не только пряжа, но и забота того человека, который не поленился для вас их связать. Порадуйте и вы кого-нибудь таким добрым и теплым подарком. Проявите свои чувства, ведь все, что сделано руками, сделано с любовью.